короче, собрались на гору. Вот. Там. Мы наполовину поднялись на эту гору, а дальше смысла идти мы не видим, потому что вообще-то нам вот туда, но там все в облаках. Мы и так-то сюда поднимались час, и весьма страшноватенько. Туда не пойдем, ну не повезло с погодой, что ж, бывает. Посмотрите, склон зеленый, изумрудно-сине-зеленый. Наверное, поэтому она называется «Синяя вершина». Наш маршрут выглядит так. Мы начинаем вот в этом вот лагере. И дальше мы идем вот по этой вот линии. И приходим вот сюда. За первый день мы планируем пройти вот отсюда и вот до сюда. Это, по сути, единственный подъем на маршруте. Если что, для сравнения, вчера мы поднимались на гору, на вот эту вот гору. То есть мы сходили вот сюда и обратно. Выходим из первого лагеря. Пока-пока, первый лагерь. Мы выходим поздно. Я потерял зубную пасту и зубную Или щетку. это неизвестно точно. Магазин здесь открывается достаточно поздно, поэтому нам пришлось ждать. Только выдвинулись, идти куда-то туда. Очень красиво. Идти еще, идти и идти. То, где мы сейчас находимся, и дальше на юг, это место когда-то давно было вулканом. Потом, после большого-большого извержения, этот вулкан провалился вниз. То есть края кратера провалились вниз. И такая штука называется кальдера. Мы будем идти по ней весь сегодняшний день и часть завтрашнего дня. Извержение вулкана оно было давно по человеческим меркам, но по геологическим это было совсем недавно. Поэтому вот то, что вы сейчас видите на видосе, это остаточная геотермальная активность. Вот эти штуки дымят, это серные источники. Они на самом деле попахивают сероводородом, но вроде пока не сильно. Сейчас мы бросаем последний взгляд на лавовое поле и на эти чудесно разноцветные горы и идем наверх. Мы поднялись наверх. Гора, по идее, не на нашем маршруте. Мы немножечко отклонились, чтобы подняться и получить вот такие вот офигенные виды. Тут 360 градусов панорама. И это, наверное, самое красивое, что я видела в жизни. Абсолютно инопланетные виды. Там внизу лавовое поле все еще виднеется. Вот где-то вот там мы, наверное, пойдем. Да, и дальше наверх подниматься. Вообще мне становится все более и более понятно, почему рекомендуется идти именно с севера на юг. Потому что мне бы не хотелось вот по вот этой вот глине сейчас Идти вниз. Сам маршрут весь хорошо размечен, не знаю, зачищен, утрамбован, он выглядит как шоссе практически. Ну вот. да, на велике тут изи, кроме вот тех подъемов, которые в начале были. Я, кстати, не знаю, как тут на велике. Не ездят. Не ездят, наверное. Нет. Ну как ты тут подъем велик затащишь, камон. Если только волочить наверх. До лагеря осталось 4 километра. Да, там кипит вода. Хороший. У вас чайник закипел. Я видела в других видосах, люди, на нем завтрак готовят. Там больше сотки. Выглядит небезопасно. Мужик был такой весь в перчатках и в очках.
Так тут повсюду растет маленькость. Мох молодец. Мы, короче, только что поднялись вот по этому склону. Такие вот виды открываются. Оно пованивает серой. Я бы сказал, я думал, что хуже будет. Вот, хотел сказать, что очень странно в плане терморегуляции, потому что как только ты начинаешь идти вверх, тебе становится просто дико жарко. А как только ты начинаешь идти по равнине или спускаться вниз, становится, прохладненько. Потом налетает какой-нибудь ветерок, и ты такой, надо флиску доставать. Или на привал. Попить водички, что-нибудь съесть. Сразу холодно. Особенно, если снимаешь рюкзак. Вообще там очень красиво и похоже, что солнышко выглядывает. У нас новый вид челленджа. После песка черного пошли черные камни. Мы, короче, вот это вот ледовое поле прошли. О, оно все плавненько-плавненько на подъем. И все такое месиво. Как прям в Россиюшке зимой. В России. Да. Мы уже устали голодные. Устали, вообще голодные вообще, потому что решили не перекусывать. Прям надо было налить, по пути вскипятить себе кофейку, поесть, может быть, даже. Ура! Лагерь. Там стоят каменные оградки для палаток. Нам надо будет сейчас выбрать какую-нибудь свободную и там скинуть вещи. В общем, мы вроде выбрали место для палатки. Возможно, у нас будут соседи, но это не точно. И вот у нас теперь такой вид. Приготовим пожрать, потому что мы реально очень голодные. Для этого нужно сгонять еще раз в туалет за водой. За водой, да, надо было сразу набрать. Надо было сразу набрать. А мы, конечно, умники. Мы выдвигаемся, собственно, из второго лагеря. Мы выходим на час раньше, чем вчера. Ей! Потому что пока мы собирались, все заволокло таким туманом непроглядным, Да. что мы боялись, что сейчас столба будет не видно. В итоге, оно подразовеялось. По идее, через 2 километра здесь должен открыться отличный вид на всю вот эту долину и на весь маршрут. Из-за тумана было вообще ничего не видать. Такая вот, короче, тут красота. Мы через все вот это потихоньку идем. Спуск, ручей, подъем. Спуск, ручей, подъем. Как-то так они все. Там вот вдалеке виднеется перешеек, на котором много народу тусит. Оттуда должен открываться вид на путь до лагеря. Учитывая, что погода шикарнейшая, просто нам безумно повезло с погодой. Если что, мы готовились к ливню 24/7. В самом ветреном лагере У нас был штиль. И сейчас мы идем по жарящему солнцу. Мы, сейчас еще посреди пути поймали сеть. Я умудрилась позвонить маме, показать ей видос. Выглядит как иллюстрация из учебника по географии про эрозию почвы. Просто вот как по учебнику. Очень похоже. Еще очень интересно, потому что весной, и в июне, в начале июля здесь 100% здесь лежит вот в этих овражках снег. И никому не надо особо И не надо спускаться. Поэтому маршрут намного легче в июне, инфа 100.
Мы сделали привал, где делают все, пожрали. Кофе не попили, потому что воды не так много остается. Мы лучше дойдем где-то до места, где можно набрать воды. Идем дальше. Позади где-то почти 5 км. На привале было очень жарко, там потому что солнце пекло и ветра не было вообще. Вот это серой пахнет. Да, да. Вот там вот от нас сбоку находится, кажется, ледник. А может Вот просто это всё снежок. тает, и с него поднимается пар. Мне кажется, он делает все эти облака. Мы, короче, вышли из одной геологической области в другую. Сейчас закончился вот этот вот кратер, кальдера. Здесь еще фумаролы, все еще видно. Мы прошли вот буквально парочку, но они прям заканчиваются. И наш путь лежит сначала сюда, 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 прямо. Потом вдоль перевальчиков. И вот там видно озеро. Вот мы к нему. Вот мы к первому нему. озеру. Двигаем дальше. Нам, короче, осталось тут буквально спуститься. Вот. Речка, которую, скорее всего, в том или ином виде нам переходить. Она, конечно, не такая там будет, она разделяется. Но все же. Вот оттуда мы пришли. Пока-пока, кальдера. Пока. Короче, спустились с этого ужасного спуска. Наверное, самое сложное, что было за сегодня, пока до реки. Скорее всего, это вот то, что нам надо будет перейти чуть попозже. Но мы решили остановиться на кофеечек и расслабиться. Погода бомбическая. Нам не поверят, что мы были в Исландии. Такие дела, мы сейчас будем реку переходить. Вот эту вот. Там будем держаться за веревочку. Вот такие вот дела. Найс. Веревка супер, короче. Сёма, порядок? Да. О. Сёма одеваться. С нами еще большая группа сейчас. Может, это и к лучшему. Посмотрели разные варианты перехода реки. Там еще выше по течению тоже переходят. В итоге мы решили вот здесь у веревочки и не прогадали. Здесь действительно пошире и течение помедленнее.
несколько часов херачим по какой-то пустыне вот такого чертового вулканического песка. Ноги в нем вязнут. В общем, наш маршрут по нашему GPS должен был закончиться 1,5 километра назад. Мы все еще продолжаем идти. Конца и края этому давно я не вижу. Вокруг, конечно, красиво, но это ссаная пустыня весь день. Ура! Лагерь! Мы нашли, наконец, укромное относительно укромное. Что-то 6 км позади. Еще сколько? 9 впереди. О, день 4. Прошли 10. Наверное, 10. Стадии это 5-6. По-прежнему все красиво. Опять новые пейзажи. Мы прошли Исландию, Новую Зеландию, какой-то Мордор, пустыню Сахару. И сегодня у нас вот какой-то Казахстан на фоне. Я не знаю. По-прежнему песочек какой-то очень, не очень приятный. Ну, но уже лучше, чем вчерашняя пустыня. Уже есть какие-то скалы, есть кустарник. Мы очень радовались, когда встретили первое дерево. Это прям удивительно. Сегодня мы пойдем через целый лес. Нам гид сказал, что там есть даже съедобные грибы. То, чтобы мы их собирались есть. Но просто после 4 дней вот такой вот пустыни и камней, и ни единого деревца и кустика, это звучит как какие-то сказки. Еще очень смешно, потому что здесь встречается мох, который у нас растет в горшочке на балконе. Мы, перешли последнюю реку. Внезапно идем по березовому лесу. Едим свое вознаграждение. Последняя река была действительно самая широкая, бурная. Пришлось за несколько раз ее проходить на островок, с островка. На другой островок. Проверять глубину. В итоге мы перешли, замочившись всего лишь ниже колена. Нам, в принципе, неплохо подсказали предыдущие, но они такие уже уходили. С другого берега машут руками и показывают: вот здесь переходи. Не очень помогает. Пахнет мокрой
травой. И мы только вот, подходя к реке, поняли, что последние несколько дней никаких природных запахов, кроме серы, мы особо не ощущали. Вот. А еще тут в этом лесочке растут грибы, действительно. У нас неожиданный конец маршрута. Мы идем какой-то вообще просто дичайшей тропинкой. Направление вроде правильное. Комут говорит, что нам идти сюда. Google вообще не знает никаких троп и говорит, что нам куда-то в обход 5 километров пилить. Идти, по крайней мере, недалеко. Смотри, может, вот это и есть вулкан Ахат. И нам сюда. Цветочки. Уши мохнатые. Там идет белый, кстати. Как газонокосилка.